Здравствуйте, мои дорогие! Какие перемены на пороге на будущей неделе? Что готовит судьба и что не заставит себя ждать? Я традиционно делаю эти расклады, и если вы не подписаны, подписывайтесь. Здесь все для вас, все очень интересно. Я посмотрю с левой стороны на картах Таро, а с правой стороны на картах Ленорман. Вы, конечно, можете выбрать расклад левый или правый, хозяин, барин. Но я все-таки советую вам смотреть все видео, потому что вы никогда не знаете, в каком процентном соотношении видео для вас проиграется. И еще не обращайте внимания на то, что это общий расклад, потому что когда вы задали свой вопрос, тогда карты начинают волшебным образом с вами разговаривать и советовать вам. Я это вам просто гарантирую, потому что солнышко одно на всех, хлебушек один на всех. Ну, дальше вы знаете, что каждый это воспринимает по-своему. Поэтому не сомневайтесь, расклад именно для вас, для того моего дорогого друга, кто нажал «Посмотреть». Подснимаю от себя, расклад делаю для вас, для тех, кто смотрит, для тех, кого люблю, о ком забочусь. Ленорман покажет нам, знаете, на языке Ленорман, а язык Таро, он другой, он тоже таинственный, он тоже правдивый, он тоже честный. Итак, что же у вас на пороге? 3 первые карты для понедельника. Для понедельника, мои дорогие, я смотреть буду в этих рамках только прямые, но раз вышли перевернуто, я тоже дам их значение. На понедельник вы королева Пентаклей, денежный день, счастливый день, перевернутая четверка, чаш, не пропустите свою возможность. Я покажу ее в прямом значении, если вы не против, чтобы было понятнее немного. Здесь вы сидите и ждете, как бы у моря погоды, да? Это здоровье касается, потому что здесь дерево жизни. Начинайте здоровый стиль жизни, потому что время пришло. Сейчас так актуально здоровье, поэтому очень часто в моих раскладах карты на здоровье выходят. Но эта карта в перевернутом значении может так говорить: «Пусть железо пока горячо», да? То есть обращайте внимание на то, что можете сделать сегодня касательно дел, бизнеса или домашних хлопот и забот. Делайте то, что можете сегодня, и не сетуйте о том, чего сегодня вот нельзя сделать, на что возможности не открываются, потому что всегда важно делать то, что перед вами, то есть на что открыли высшие силы возможность. А высшие силы точно дадут возможность заработать денег. Я эти карты, это магия, поэтому я их определяю в прямом движении, чтобы они для вас волшебным образом помогали вам, да, вот таким образом. Я надеюсь, вам все видно и понятно. На понедельнике с карт Ленорман. Посмотрим, что понедельник принесет на языке Ленорман. Итак, Ленорман смотрится только в прямом, если вы не знаете, но я думаю, вы знаете. Смотрите, все мелкие масти по картам игральным, да, и это, смотрите, бумаги ценные, любовь и какие-то заботы будут решаться. Это какие-то бумаги, может, из казенного дома, уже что-то решается, какие-то бумаги решаются, или купли-продажи, что-то решается. А также может быть письмо от родственника, дерева, да, о том, что родственник что-то ключевое вам скажет, что-то важное, может, денег вышлет, может, поможет в чем-то, может, это какие-то ценные бумаги касательно каких-то дарственных или наследства продвигаются вперед в казенном доме, все идет нормально. А может быть, это встреча человека как друг души, в свидание с другом души, ключевым мужчиной, который по судьбе. То есть ключ – это ключевые двери откроются, ключевые дела решаются, и вы становитесь в прекрасном здоровье, потому что дерево – это карта здоровья. У вас улучшается здоровье и самочувствие. Это очень хорошо. Такой понедельник. Смотрим вторник. Я возьму 3 карты на вторник. 1, 2, 3. Смотрите, у нас так здесь. Туз жезлов в прямом движении, это возвращается вам ваша сила. Если на вас был какой-то негатив, но негатив это в народном понимании, да, слово такое народное, имеется в виду, да, враги какие-то, да их полон мир.
Это так в природе все хочет выживать. Некоторые выживают честным путем, а некоторые и нечестным. Если были какие-то враги, то во вторник эти враги от вас отступят. Это решение ваших проблем, это энергия на будущее дается. Очень энергичный, благополучный день. Но чтобы он был такой благополучный, нужно решить проблемы этих двух карт. Проблема королева жезлов в перевернутом понимании. Вы потеряли силы недавно на чем-то. Например, неудачно вложились, какая-то покупка неудачная. Но вы понимаете, неудачные покупки тоже на пользу. Потому что всегда можно вынести какой-то положительный урок. Не сетуйте на то, что не случилось. Знайте, что вы энергию получите. Точно, у вас восстановятся силы. Если вы, например, самочувствие было нехорошее, сила восстанавливается. И я смотрю, что силы начинают восстанавливаться буквально с понедельника. Во вторник вы еще лучше себя будете чувствовать. Или же во вторник помиритесь с кем-то. Далее, шестерка жезлов перевернутая говорит о том, что вы точно победитель, но кто-то не рад вашей победе. Кто-то, вот, знаете, вы на коне, они все пешие. Что это значит? Что вы где-то знамениты, в чем-то вы лучше других. Люди вам завидуют. Они все пешие, видите, у них нет коней, только у вас конь. Это у Райдер Уэйт лучше видно, чем на этой карте, но они все пешие. И это говорит о том, что завистники у вас точно есть, кто-то у вас силу ворует понемножку, да, даже бывает незаметно, так по чуть-чуть. Но вы силу восстановите. Вторник – день энергичный. Там, где вы возвращаете к себе то, что было утеряно раньше. Это очень хорошо. Смотрим на Ленорман. Вторник. Итак, букет – это прекрасное состояние кожи, омоложение организма, перемены в личной жизни, а также вот этот туман, который напустили вот эти недоброжелатели, да, он развеивается, потому что тучи меняются на карту букет. То есть, например, финансы, если была проблема в финансах, поправляются финансы по букету, и это вы можете вложить в личную жизнь, в бытовые какие-то покупки, да, вот день хорош для бытовых покупок, для, может быть, крем какой-то новый попробовать на себе, потому что букет – это омоложение организма. Букет – это тоже вот близость в доме, да, это любовь в доме, потому что аист – это дом. И если, например, вы ссорились с кем-то, вторник – день примирения, тучи меняются на любовь. Букет – это любовь, такая вся, знаете, огненная составляющая страсти. Так что вторник хорош для этого дня. День хороший, прямо скажем. Но давайте смотреть в среду, да, так как экспресс-расклад, мы идем по дням недели. Это, знаете, очень полезно планировать свою неделю. Что я здесь вижу? Прямой рыцарь меча. Окей, понятно. Потом у нас десятка меча в прямом значении и тоже прямая девятка пентаклей. Девятка пентаклей здесь карта просто, ну, замечательная. Вообще одна из лучших карт Таро, потому что это когда у человека все хорошо, у вас все хорошо будет. Смотрите, правая рука на пентаклях, то есть вы заработали сами, вы старались, или ваши любимые люди старались, у вас организованная жизнь счастливая, прекрасное здоровье, деревья. У вас на левой руке сокол, и там меньше пентаклей. Это говорит, что, ну, знаете, не все козы в золоте, как говорится, да? Нужно работать, нужно зарабатывать, но тоже свобода важнее, чем деньги. Там, где вы работаете, у вас много прибыли. А там, где вы смотрите на свободу, символ свободы сокол, там у вас меньше денег. Но ничего страшного, нужно и отдыхать. Вот эта карта баланса между работой и отдыхом и понимание, что свобода от каких-то обязанностей вам навязанных важнее любых денег. Вот так я сейчас ее прочитала, но карты я читаю каждый раз, когда они ко мне по-другому открываются. У них миллион значений, конечно. Итак, десятка меча. Она говорит о том, что, скорее всего, у вас здесь вот какая ситуация. Начинается новый виток жизни, а вы все волнуетесь о том, что не смогли или не случилось, или вас обидели. Потому что 10 – это новый виток жизни, а мечи – это ваше прошлое. Было 9 мечей до десятки. Девятка – последний номер. Оставьте все это позади. Не волнуйтесь, что новая жизнь, новые обстоятельства, новый день, среда, новый день. Середина недели – очень важный день, кстати. И этот день тоже по традиции день Меркурия. То есть день, когда мы обдумываем, мечи обдумываем свои планы на будущее. И так часто бывает, что мы думаем, ошибки – это наши отрицательные какие-то негативные вещи. Нет, и еще раз нет. Ошибки – это лишь только то, что нас движет вперед и дает успех. Только ошибки дают успех. Потому что на ошибках своих только мы учимся, да, не на чужих. Поэтому здесь вот в среду возьмите себе на заметку.
что-то новое произойдет, какие-то новые мысли придут в голову, да, день все-таки меркурианский. И в этот день вам нужно подумать о том, что я не буду думать о том, что я не смогла вчера. Это мой положительный опыт. Ошибка – это всегда положительный опыт. Ну и рыцарь всегда это, конечно, новости, перемены, новости, обновление чего-то. Это кто-то принесет хорошую новость, хорошую мысль, да, хорошую мысль на белом коне. То есть это мысль о том, что нужно двигаться назад, нужна смелость, нужна предприимчивость. День предприимчивости. Потому что вообще Меркурий за предприимчивость отвечает, и пентаклевая карта о предприимчивости. Что такое предприимчивость? Это найти выход из какой-то финансовой проблемы, получить финансовую свободу, где-то заработать, где-то что-то найти в жизни, найти какое-то новое интересное общение. Это и есть предприимчивость. Взаимодействие с жизнью – это и есть предприимчивость. Как сердце качает кровь, вот так, да? Сердце предприимчивое, что качает кровь. Это нам намек людям. Я хочу пойти назад, если, может, кто-то новенький не знает. Я делаю на неделю, и поскольку я здесь сказала о Меркурии, я пойду назад, с вашего позволения, и вам напомню, что понедельник – день Луны. А день Луны – это день собственной дороги, день перемен, поэтому каждый понедельник – день перемен. Но это вы знаете, я уже рассказала о понедельнике. Вторник у нас всегда день Марса. День очень активный. Марс в гороскопе – это персональная креативная энергия, которая есть у всех людей. И, кстати, туз жезлов – это тоже символ персональной креативной энергии. Такой мощный расклад получается. Давайте мы посмотрим, что Ленорман скажет на среду. Так, для работы перемены, вот если хотите что-то купить, продать, да, товары какие-то, может какая-то крупная сделка, например, дом на продажу поставили, наследство, что-то в казенном доме решается, какие-то перемены, сложные какие-то задачи решаются. То, что раньше имело такую составляющую прокрастинации, теперь решается. Также вышла карта Луны, интересно, только о ней говорили, вот она легка на помине, да. Поэтому мы возвращаемся в понедельник, день Луны, и смотрим, что среда принесет, похоже, как на понедельник. Ключевые какие-то задачи будут решаться. Очень хороший день. И понедельник, и среда. Луна – это перемена. Перемена в настроении любовном, потому что червовая масть, восьмерка червовая – это встречи, разговоры с любимым человеком. В среду очень все хорошо складывается. Я довольна. Вообще так классно по картам смотреть, потому что это очень современно делать ежедневник, вообще организовать себя, да, быть дисциплинированным человеком – это самая первая составляющая успеха. А карты Ленорман и Таро позволяют нам лучше всего распланировать нашу неделю. Итак, смотрим на четверг. Вот четверг. Итак, что у нас? Все карты перевернутые здесь вышли? Нет, да, все. Скорее всего, колода у меня перемешана не очень хорошо. Сейчас я посмотрю, как она у меня перемешана. Нет, она у меня хорошо перемешана. Значит, так нужно быть. Должно быть, раз карты перевернутые вышли. Девочки и мальчики, перевернутый рыцарь пентаклей. В четверг не покупайте, не делайте неправильных покупок, да, потому что цена может быть большая в четверг, а в пятницу или на будущей неделе цена будет лучше. В четверг нежелательно делать крупную покупку. Рыцарь денег говорит, что нужно подождать. Далее, десятка пентаклей – очень хорошая карта. Как говорят, кашу маслом не испортишь. Я обожаю кашу с маслом. Любите ли вы это? А вот без масла каша вообще никакая, невкусная. Поэтому к чему я это говорю? Любая положительная, самая лучшая карта в колоде, как десятка пентаклей, если даже она перевернутая, она все равно не теряет своего положительного значения. Да? Она просто говорит, что будьте аккуратны, денежки не одалживайте, не тратьте на мишуру всякую, потому что потом можете жалеть. Потом обнаружите, что у вас 105-й какой-то наряд или какой-то что-то уже есть в шкафу, или 10-я кастрюлька. Потому что по хорошей цене это не значит, что вам это нужно. Хороша ложка к обеду. Вот этот расклад это говорит. Вот перевернутая императрица тоже об этом. Будьте императрицей. Карта очень хорошая. То, что она перевернута, она этим не портится. Она просто предупреждает. Будьте уверены в себе, как императрица уверена в себе. День, когда можно перестроить свое поведение и перестроить
поезд своих мыслей, train of thoughts, поезд своих мыслей. То есть вот мысли как поезд, да, идут, и там могут быть такие мысли: да, я такая-сякая. Это самосглаз, девочки, не занимаемся самосглазом. Особенно, когда смотрим в зеркало, говорим: я прекрасная, я успешная, у меня все замечательно, я вообще лучше всех. Это первое. Второе. Ждем рыцаря Пентаклей, ждем мужчину денежного, но в четверг это не день с ним знакомиться. Это день присматриваться к ним. И десятка Пентаклей говорит: осторожно с покупками именно в четверг. Хорошо. Что скажет Ленорман? Что скажет Ленорман на эту тему? Тема четверга. Как я же сказала, видите, новые покупки не делайте. Крест, будет тяжело потом выплачивать. Кстати, на дне колоды, я хотела колоду взять, но колоды девятка чаш. Будете довольны, если вот предупреждение выполните, да, на четверг, но колода заметила. То, что предсказатель заметил, то имеет место и быть. Новое может оказаться тяжелым в четверг. То есть новое знакомство может оказаться тяжелым. Но это не факт. Это у некоторых проиграется так, а у других проиграется, что новое знакомство может оказаться кармическим. Что такое кармическое? Это уже было в вашей прошлой жизни. Было по какой-то причине встреча с этим человеком, или для дружбы, или для любви. И то, что было в прошлых жизнях, иногда несет налет прошлых жизней. То есть не ваш собственный. Поэтому он иногда бывает и негативный. Это налет других жизней. Это и называется карма. Так что будьте аккуратны. Развилка может говорить о том, что кое-какие дороги в четверг закроются, а какие-то откроются. Но когда мы говорим о ребенке и карте крест, откроются новые дороги, небольшие, но закрыться должны большие, плохие дороги. Крест вместе с развилкой может говорить о том, что закроете свои дороги к колдунам. Что я имею в виду? Колдуны, они начинают влиять на человека, когда человек колдуна боится. Без страха колдун работать не может. Он работает, колдун, любой колдун, на низкой вибрации страха. Поэтому здесь у нас крест говорит о вибрации, тяжелой вибрации страха. Не бойтесь никого. Пусть закроются те дороги, которыми вам идти опасно. И пусть откроются новые, счастливые, свежие дороги. Вот четверг такой день перехода. Я бы сказала, осторожно, лучше, как бы сказать, тише едешь, дальше будешь. Вот для дня перехода это хороший совет. Вот такой день четверг. А теперь мы посмотрим на пятницу. Какой совет, какое предупреждение и так далее. То есть пятница. Давайте здесь оставим карты. Что у нас в пятницу? Прямая у нас карта умеренность, прямая карта семерка жезлов и перевернутая карта сила. Пятница день мощный, потому что две карты старшего аркана. Вы, наверное, обратили внимание, я оставляю карты все в прямом движении, чтобы сделать магию любви и благополучия. Теперь у нас здесь, когда идет перевернутая сила, пятница – день, когда человек всегда устал. Поэтому я смотрю, вот здесь по моему месту жительства в пятницу часто люди делают ошибки. Дайте мне знать, как в вашем регионе это делается. Потому что есть вот такой общепринятый, архетипичный, такой, знаете, изгиб поведения людей по пятницам. Я вижу, люди идут на fish and chips, это жареная рыба и жареная картошка, в такой ресторан идут. Потом люди покупают себе много вина в пятницу, как бы, ой, такая тяжелая, противная неделя, она кончилась, я хочу вот забыться. Либо покупают огромный торт. Я знаю, очень многие так себя ведут. Потому что когда я в пятницу иду на прогулку, нигде нет людей, их как будто вымело. Люди занимаются нехорошим поведением, в смысле для себя любимого они делают что-то нехорошее, не опасное, вернее опасное. Поэтому вот здесь сила перевернутая говорит, что то, что вы потратили силу на работу, не значит, что у вас сила ушла. Это значит, просто ее нужно восстановить. Организм имеет возможность самовосстанавливаться. Это пятница. Прогулка, мягкий разговор с другом. Кто любит музыку? Музыка. Ну, не факт, не для всех. Эта музыка может быть и опасностью. То есть то, что вам, вот, от чего вас, вот, вы отдыхаете, например, мой расклад, это отдых, вот, это просто прелесть отдых. Но я вам говорю, то, что вас освобождает от груза, то и делайте в пятницу. И не заморачивайтесь о том, что сила где-то потрачена на что-то, сила восстановится. Только не делайте негативных каких-то вещей для себя. Берегите себя, например,
лишний бокал вина. Я вообще никакого бокала не советую, но говорю о лишнем. Не делайте таких вещей, да. Дальше. Сила-то точно восстановится. Карта умеренность. Карта умеренность прекрасная. И опять же, 2 старших аркана. День важный для восстановления своего потенциала. Это фокус на том, что важно. Вот в пятницу люди чаще всего делают ошибки. Люди делают ошибки чаще всего в понедельник и в пятницу. В пятницу, кстати, день Венеры. В четверг был день Юпитера. И Юпитер здесь предупреждает, я сказала, о чем предупреждает. Пятница – день Венеры. Это день пассивного успеха. Венера – это пассивная энергия. Если Марс активная, Венера пассивная. Поэтому здесь, смотрите, что пассивно получается, что требует только лишь вашего внимания, а творится само по себе. Это счастье, которое творится ангелами. Это ангел Солнца, круг с точкой посередине – это символ Солнца. Да? Это ангел Солнца, который вам говорит, что возвращается к вам энергия. Вы защищаетесь от негатива. Вот эта карта семерка жезлов, она говорит, что вы отбиваетесь от конкурентов, от недоброжелателей, и вы никогда не бываете одни в пятницу. Вам поможет Архангел Михаил, Архангел Солнца, и вы получите свою силу назад. Кстати, это прекрасный день вернуть силу, если вы чувствуете, что на вас какое-то негативное влияние было. Дальше смотрим, что скажут нам карты Ленорман по этому поводу, да? Итак, ну что ж, смотрите, тоже вот гора, да? Гора из сада. То есть где-то, может, вас кто-то спровоцирует на вот партии, там в бар, кто-то спровоцирует на что-то, на такую практику, сплетни какие-то, наговоры. Вас кто-то спровоцирует на какую-то практику, которая понижает энергию. Избегайте такого общения, потому что это может прийти от друзей, такая тяжесть. Может, подруга начнет грузить, да, такое слово, сленг, но ничего, иногда его нужно использовать. Подруга начнет грузить своими какими-то проблемами. Ну, в пятницу вы хотите отдохнуть. Ведь друг не только, чтобы мы его выслушивали, помогали, но тоже для того, чтобы отдыхать с друзьями. Это, кстати, самое главное. А подруга пришла и грузит. Дело все в том, что такие подруги – это вампиры. То, что они рассказывают о себе, у них только одна цель – снять с себя негатив и переложить на вас. Ну вот подумайте. Это день стабильный день. В том плане, что вот видите, возврат энергии я вижу. Отдых, возврат энергии. Знаете, в пятницу нужно восстановить силы. Сбалансированный день, сбалансированное питание. В общем, и это тоже может примирение с кем-то или решение каких-то дел, которые были трудными. Вы прокрастинировали, потому что были трудные дела. Они вдруг раз и решились. Потому что вот умеренность – это, кстати, решение дел. Так что вот такой день пятница. Такие вам напутствия от карт. Смотрим субботу. Чего ждать вам в субботу, дорогие мои? Так, прямая тройка меча. Вот смотрите, это может быть отношение. Может быть, с каким-то мужчиной вы... Итак, и с ним очень тяжело, просто сердце вам рвет. И без него сердце рвется, потому что есть к нему привязанность. Это может кармическая привязанность, зависимость от мужчины. Потому что он внушил вам что-то, что с ним вы должны быть, или еще что-то. Или наоборот, то приходит, то уходит. Вот это какие-то тяжелые страсти. Страсти, которые у вас были, ну типа страсти мордасти. То есть, ну такое выражение, да. В общем, судьба вас довольно хорошо поломала, я бы сказала, в прошлом. И карта разбитого сердца говорит, сердце у вас разбито. И если в субботу придет такая мысль, вспомните об этом человеке, или он даст о себе знать, или позвонит. Это не только любимый, это может быть кто угодно. Плюс мать, которая нервы портит, думает, что помогает. Типа диктует, как жить, критикует, думает, что помогает. Каждый раз хочет еще раз критиковать, чтобы помочь вам. Такая жертвенная мать, которая считает, что она жертва в этом случае. Она говорит, лучше я покритикую, лучше моя дочь будет меня ненавидеть, но я ей помогу. Вот неправильно она делает. Потому что не помогает, это мешает человеку найти свой путь.
Не может человек постоянно находиться в негативной среде. Заметьте, в природе ничего не находится в негативной среде. Ни рыба, ни медведь, ничего. А люди вот у нас находятся в негативной среде. Потом мы спрашиваем, почему так плохо? Потому что нужно избегать негативной среды вам в субботу. Эта карта «Не принимайте никаких решений». В субботу лучше подумайте, взвесьте все, за и против, проанализируйте, не спешите в том, о чем вы сейчас подумали. Еще одна четверка, 2 четверки. Тройка – неудобное положение. 3 – это неудобно, как стульчик с 3 ножками, да? Меняется на удобное, стабильное положение. То есть придут нужные мысли, придет праздник. Будет еще праздник на вашей улице. Вот такой девиз субботы. Будет еще праздник на вашей улице. Вас пригласят на день рождения, юбилей, какой-то праздник. Там вы встретите друзей или любимых. У вас замечательно все будет в доме. Вы красавица. Есть повод праздновать. Вот такая 4 жезлов. Символ 4 жезлов есть сейчас. Повод праздновать есть в субботу, повод праздновать, и есть на будущее такой же повод. Вот это замечательно, потому что в субботу вы формируете свою стабильность. Тоже энергия сильная. А еще до банальности просто. Нужно будет покупки, не спешите с покупками, потому что не будете довольны, цена неправильная, не спешите с покупками, или она лишняя для вас. Стабильные деньги у себя в карманчике, восстановление энергии. Классный такой раскладик. Раскладик, может, не нужно говорить, это раскладище, поскольку каждая карта Таро – это настоящее раскладище. Да? Мы смотрим теперь с вами, дорогие мои, на субботу на картах Ленорман. 3 карты. Ну, вы госпожа вышли в этом раскладе. Госпожа – это карта вопрошающего, карта той моей подружки или друга, неважно, мужчина или женщина. Того человека, который сейчас смотрит мой расклад. Это ваша карта. Вы присутствуете здесь, в Ванкувере, вместе со мной, в моей студии, в образе вот такой замечательной особы. И особа, потому что особа – это значит обособленная. Это значит, что ваша жизнь только хороша тогда, когда вы себя ощущаете внутри счастливой. Поле, на нем какие-то полевые цветы, милые нашему сердцу, да? Как красиво дерево вдалеке. Вы сидите, думаете о чем-то. В воскресенье вот такой день на природе провести. Какая вы красавица, какая вы умница, какая вы замечательная. Карта от звезды. И звезды говорит, что вы восстановите свои силы. Это у нас суббота, да? Вы восстановите свои силы. День Венеры. Вы будете красавица, вы будете популярная звезда. Ваша мечта исполняется. Встреча с любимым, новым или же примирение, 6 червовая. А также разговоры, милые сердцу, радостные. 7 бубен. Это когда есть встреча. Встреча, радостная встреча, любовная встреча для человека, который меня смотрит. Так Ленорман считается, просто прелесть. Я вообще ленорманист, который обожает то, что он делает. Вы знаете это, да? Ленорманист-энтузиаст. И тоже таролог-энтузиаст. Просто обожаю то, что я делаю. И энтузиаст по той причине, что я не принимаю людей. Я верю, что расклады общие, так называемые, да, они точно всем помогут, если вы им дадите шанс, дадите возможность вам помочь. Итак, воскресенье. Все карты прямые. 5 жезлов. Это не карта борьбы, это не карта агрессии. Это карта, когда люди не ссорятся и даже не спорят. А не в споре рождается истина, а просто каждый высказывает свою точку зрения, и каждый человек прислушивается к мнению других, чтобы или поправить свое мнение, или решить, так, это я правильно делаю. Встреча с друзьями, где будет какой-то, может, разговор. Горячий, может, разговор, да, потому что вам это интересна тема и другим людям в данном случае. Заметьте, все этих 5 фигур, это могут ваши субличности быть. Вы сами с собой в разговоре находитесь, делать это, делать другое. И какое-то время можно поговорить с собой, а потом эту тему, которая вас волновала, внутренняя ваша тема, вынести ее на обсуждение с любимым человеком или с 2 любимыми. Здесь, может быть, разговор будет какой-то о том, что вас соединяет, как вам дальше жить, может быть, где вам что купить, как вам что улучшить свое жилье. В общем, такой какой-то, знаете, план на будущее.
с человеком, с которым вы только встречаетесь, рыцарь жезлов, или с которым вы уже живете, король пентаклей. Или же вы встретитесь, встреча, рыцарь – это всегда встреча, перемены, неожиданные приятные новости. Жезл – это всегда энергия. Кто-то в вас заинтересован, хочет с вами познакомиться, и этот человек прекрасный. Король пентаклей – прекрасный человек, потому что думает, умеет зарабатывать, а значит, он интересный человек, да? Вот. Но это тоже может быть, что придет, например, отец, даст вам каких-то денег, или же ваш сын придет, поможет вам. А здесь встречи, здесь возврат своей энергии, я вижу, потому что рыцарь – это просто перемены в вашем энергетическом понимании. Вот вы, например, спортом здесь занимаетесь по пятерке жезлов, и здесь вы уже такая стройная, и вы понравились мужчине в пентаклевом. Кстати, знаете, что стройность нужна только для здоровья. Мужчины, кстати, очень часто любят, наоборот, полных женщин. Потому что мужчина будет тогда женщина, когда ему с ней хорошо, а не тогда, когда она как в трофее, чтобы показать друзьям. Это не хорошее отношение. Если мужчина хвастается своей женщиной, он использует женщину, да? А мужчина будет с вами, когда ему с вами просто удобно, когда хорошо ему с вами, когда вы его не мучаете, и он вас не мучает. Ну вот так. В общем, воскресенье день приятный. Вот я бы сказала, вот такая составляющая дня. Приятный день. Приятные встречи, разговоры о деньгах. Может быть, поиск, чего вы хотите для себя. Пентаклевый король, денег у вас на все хватит. Сами с собой разговаривайте, купить, не купить, вложиться, не вложиться. Это все неинтересно. Мечты о том, чего вы хотите для себя. Очень хорошо все. Итак, смотрим на воскресенье на Ленорман. Змея идет на косу. Но это очень хороший знак. И змея, и коса часто, когда вместе, это обозначает так. Враг наткнется на препятствие. Врагу будет обратка. Враг натолкнется на то, что нельзя делать людям плохого. Это так, да? Но коса что-то острое. А змея не обязательно враг. Это у кого-то враг. Вообще все три карты, если так, они могут быть все негативные, да. Например, ссора с кем-то, кто на самом деле являлся врагом, и этот враг получит обратку. Он был неправ, когда вас обижал. Или она. Трифовая масть говорит о делах. Будьте аккуратны, не поссорьтесь с кем-то, например, коллега и так далее. Да? Заказчик не нужно. Заказчик, он не всегда, кстати, прав. Если вы не знаете, вот это выражение «заказчик всегда прав», оно взято 100 лет назад, да еще и сейчас есть такая сеть отелей, Ritz называется, для самых богатых людей в мире, Ritz. И на нем было написано «Customer is always right», something like that. So, например, заказчик всегда прав. Но это в сфере hospitality, в сфере гостеприимства, в сфере отелей заказчик всегда прав. Потому что, как в нашем понимании, гость всегда прав, да. И этот лозунг взяли все другие бизнесы на себя и неправильно взяли. Потому что есть люди, которые бесконечно, например, возвращают вещи в магазин. Но у них это как тенденция – возвращать постоянно. Заказчик не всегда прав. Не делает правильно тот, кто всегда возвращает. Он себе делает плохо, прежде всего. Потому что плохая карма – постоянно быть недовольным. Или, например, вымогатели есть. Купил что-то и хочет больше. Это тоже неправильно. Этот человек, он себе делает прежде всего плохо. Потому что таким людям обычно судьба не благоволит. То есть здесь вот есть такое понимание, что если у вас, например, вы в продажах, такие есть люди, да, которые хотят все время больше, хотят скидки. Получили скидки и ушли, больше не приходят к вам. Такое же бывает. То есть здесь будьте аккуратны. Не каждый заказчик – это человек, который качественный. Качественный заказчик, который будет благодарен за вашу работу, в любом случае будет благодарен, потому что плоха книга только относительно тому, кто ее читает. Девочки, сейчас, может, отрывочно говорю, потому что мне вот урывками так приходит здесь информация, поскольку это очень сложные карты. Я даю вам много-много вариантов. И еще вариант – колдуны, потому что здесь плетки может говорить о колдунах, о людях, которые делают грязную магию. И эти люди, им идет обратка. Они очень злые люди, не общайтесь с такими. Или подруга, например, да, змея, она может быть к вам хорошая, пришла, принесла тортик и говорит еще о ком-то очень негативно. Знаете, что такая подруга, которая как только закроет дверь, станет о вас так говорить.
Это она такой человек. Понимаете? Поэтому здесь вот змея идет на косу. Не общайтесь с недоброжелателями. Ну, я люблю сказать из Библии, не садитесь за стол с нечестивыми. Но это как мантра, да? Иногда мы по незнанию садимся за стол с такими. Мы не знаем, что у них такое грязное нутро. Понимаете? Вот это может быть работа колдунов. Будьте внимательны. Вообще, на мой взгляд, заказывать не нужно, но это работа каждого, как хотите. Но я не советую заказывать никакие ритуалы у колдунов. По этому раскладу ни в коем случае. Колдун может вообще обмануть, ничего не сделать, только деньги взять. А то, что будет делать колдун, вы не знаете, что он делает. Ему нельзя входить в вашу энергетику. Не давайте вход колдунам в вашу энергетику. Но это так, на заметку. Дальше. Плетки может быть хорошая карта тоже. Иногда она хорошая. Это близость с человеком. Мужская карта, кстати, змея, вы поняли намек. Близость с мужчиной. И это срочно. Хочется вам двоим, да, такая может быть вещь. Или же знание получите о том, что нужно в доме убрать, нужно привести дела в порядок, крестовая масть. Девочки, вот видите, о каждой карте можно бесконечно говорить, да. Привести в порядок дела срочно в понедельник, разбейте, где что купили, какие-то чеки, если вы этим занимаетесь, подбейте свои финансы. Сядьте где-то на стул, на стул, наверное, нет, на мягкое кресло. И займитесь планированием, понимаете, потому что бубновый валет означает хлопоты, заботы финансовые, приведите все в порядок. И в воскресенье особенно по интернету не покупайте никаких лишних платьишек и туфель. По интернету туфли вообще покупать нельзя, потому что нельзя покупать туфли, если вы не мерили. Туфли только хороши, когда они вам подходят. Но это только пример такой, да. А может этот расклад проиграться для вас другим образом? Потому что карты, они тоже без слов говорят с вами. Видите, ваша карта полетела, значит, к вам-то обращаюсь. В общем, смотрите, воскресенье – это день привести дела в порядок дела, и не общаться с негативными людьми, я бы так сказала. Вообще с ними никогда не нужно общаться, но нам день намек дал. Вот такой расклад, на мой взгляд, глубокий, правдивый, честный, подробный. Ну а вы сами мне напишите в комментариях, как вы его считаете. А тоже хорошо бы вам оценить мою работу, поставить пальчик вверх или вниз. Оценку работы сделал YouTube не для того, чтобы только продвигать канал. Я вообще считаю, что лайками ничего не добьешься. Лайк, он, да, хорош, да, в какой-то степени он действительно помогает видео, но это не главное, почему лайк нужен. Когда человек выбрасывает свою эмоцию, это для человека очень полезно. И YouTube знает, что очень важно, чтобы вы почувствовали себя в силе, чтобы вы могли как арбитр или экзаменатор, или человек, который хочет выразить эмоцию. Знаете, как в Японии, они даже грушу бьют где-то в метро, чтобы на начальника сбросить это раздражение. Поэтому не нравится видео, выбросите раздражение, поставьте пальчик вниз. Нравится видео? Кстати, пальчики вниз не продвигают видео, это точно. Нравится видео? Поставьте пальчик вверх. Тоже энергия, эмоции должны быть прожиты. Прожить нужно эмоцию, например, благодарности. Поэтому поставьте пальчик вверх. Почему я так знаю? Потому что слово «эмоция», оно идет от английского emotion. Motion – это движение, а «и» – это наружу, да, outside, наружу. Эмоция – это выразить движением то, что чувствуете. Когда мы проживаем эмоции и не выражаем их, то есть нету движения, эти эмоции застревают, они очень опасные. Поэтому человек эмоциональный, кто не делает ничего, это опасно. Эмоции всегда надо выражать. Например, положительная эмоция выражается в танце, отрицательная в боксе и так далее. Вот такая вещь. Также, девочки и мальчики, прямо сейчас подписывайтесь на канал. Я вам советую, вам выгодно и полезно прямо сейчас оценить мою работу, поставить пальчик вверх или вниз, а также для вас очень полезно прямо сейчас подписаться на канал, потому что здесь все для вас. Очень полезная информация. А я знаю, что мы с вами очень скоро и очень обязательно увидимся. До новых встреч, мои любимые друзья. Пока-пока.